Пахнет вишневыми косточками, вот этими с цианидом. Всем привет! Вы на канале Рукавешка, канале про путешествия, историю и культуру. Вы когда-нибудь бывали в месте, где Рождество празднуют дважды, а Новый год целых 3 раза? Добро пожаловать в Воеводину. Это край, где сербские и венгерские традиции сплелись в один бесконечный зимний марафон. Сегодня мы пройдемся по сказочной Субботице и шумному Нови Саду, отыщем самую аутентичную улицу старых мастеров и устроим жесткий тест-драйв местному глинтвейну. Зачем сербы жгут дубы и почему здесь дети пищат как цыплята? Разбираемся, как получить удовольствие в самом праздничном регионе Европы. Погнали! Ну что, всем привет из Воеводины. Давайте посмотрим, как празднуют Рождество в этой части света. Потому что здесь сплелись православные традиции, католические традиции. Ну и Новый год плюс. Плюс еще и сербский Новый год. Но я про все это расскажу в ролике более подробно. Итак, мы в Субботице. Давайте посмотрим, как ее украсили. Кто во что гораст, так сказать. С прошлого ролика, кстати, здесь открыли новую улицу. Я на нее не заходил, потому что ее не было. А сейчас вот она появилась. Эта улица называется улица Старых Мастеров. Вот ее название, пожалуйста. И здесь собраны разные старые штуки, которые были в Воеводине, венгерской, сербской. Вот, например, что это у нас? Кофемолочные машины. Я вот такую как-то хотел себе купить, но почему-то не нашел. А вот они где все, оказывается, были. Они все тут, на улице Старых Мастеров. Ну и как выглядит винный магазин в вашем городе. Винишко, 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 винишко. И еще раз винишко. И когда купите винишко, можно на саксе поиграть. Вот ребенок хочет купить вина. Правильно размышляет. Что тут у нас еще есть? Есть старые приемники. Кстати, похоже был у моей бабушки. Даже вот прямо вот как вот на этот похож. Там города тоже были вот эти вот. Только у нас были свои города. Вот тут футажей наснимать для своих видосов, да? Классно. Старые кинескопы. Бобинный проигрыватель. Я помню, когда жили на Черной речке, там была соседка, и у нее был бобинный проигрыватель. Ну, такая старушка тогда была уже, когда я был маленький. Она Высоцкого слушала с бобин. Классные бобины. Ну и приемники. Радиоприемницы. Ц на К меняется, и К на Ц в сербском языке. По-моему, такое правило и в русском есть. Типа учительница, да, или учителька, да. Феминитивы. К и Ц тоже в феминитивах участвуют. Было бы круто, если бы это были прям костюмы настоящие, но это просто дерево разрисованное. А жаль. Было бы классно. Машинка вот, пожалуйста. Швейная. Была такая у вас? Я с такой клип снимал, как-то я помню. На Уделке купил. Уделка — это рынок, кто не знает, в Петербурге, где можно купить все. От нацистской формы до боеголовки, по-моему. Вот я там купил такую машинку для клипа. Звонко Богдан. Цитата Звонко Богдана. Я ее переведу титром. А напротив, собственно, вот эта вот винарня, винный магазин, это и есть Звонко Богдан. Правда, сейчас, конечно же, оно другим людям принадлежит. Но цитата его здесь есть. Я так понимаю, вот он. Сидит. Ну, серб же, поэтому курит. И здесь же фотографии старой Субботицы. Я вообще хотел показать Субботицу на Рождество, да, Воеводину, но почему-то заглянул сюда, завернул и решил немножечко остаться. О, а здесь мы сейчас пойдем. Вот прямо такой вид я сейчас и сниму. Ну, магазин, конечно. Ну, вино, как бы, оно с наценкой на Apple, я это называю. То есть оно с наценочкой за то, что это Звонко Богдан. Ну, вкусное. У нас сосед очень его любит. Недаром в Субботице живет.
пьет субботинское вино. Кстати, да, Звонкий Богдан — это прямо именно субботинская пивоварня, хотел сказать, винарня. Поэтому будете в Субботице, обязательно попробуйте Звонкий Богдан. Прямо здесь можете купить. Ой, боже, сколько фотоаппаратов-то. Я вот в этой технике не особо понимаю, но вижу вон «Зенит», например. Всякие пленочки старые. Ну, кайф. Тут можно прям ходить, если ты в курсе, ну, даже если ты не в курсе. И рассматривать всякое старое. Вон там мыльница, я помню, да. Были и такие у нас. Ну и куча-куча старых фотографий. Как обычно, да, все цитируется, все копируется на сербском, а ниже на венгерском. Чтоб все поняли. Вот это стимпанк. Так, ну короче, я сейчас тут надолго зависну. Пойдемте смотреть на Рождество. Так, надеюсь, что музыка, или я ее уберу, или она мне все-таки не испортит видео. В общем, идем по улице широкой. А тут у нас что? Ларечек с глинтвейном. Ну, почему бы, собственно, и да. Даже можно посидеть, вон, видите. Греет огонь. Ну и все это просто на улице. Ходят люди. Сегодня будний день, кстати. Вечер, так что я не знаю, я посмотрю, сколько сейчас будет людей на ярмарке. Рабочий же день, в конце концов. Ну, когда это кого останавливало, да? Рабочий день, не рабочий. Ха! Если у нас праздник, значит у нас праздник. Вот и все. Вот этот вход. Если мне не изменяет мой склероз, эта машина называется Фича. Югославская застава. Модель, ну как не модель, как это, название, короче, фирмы застава, флаг переводится. И машина называлась Фича, она была с Фиата списана, а возможно даже и на его базе сделана. Но я не уверен, если что, я титром дам. Если титра не было, значит я все правильно сказал. Ха-ха. Ну такая вот улица веселья. Ну пойдемте дальше с этой улицы веселья. Вот этого дядю мы упоминали в видео про Земун. Я подпишу, кто это, и дам ссылку. Там тоже стоял ему памятник. Но там такой, как какой-то модерновый, а здесь все-таки Ле Классик. Ле Классик как будто бы даже поинтереснее выглядит. Ну, по этой улице мы с вами ходили, и по Субботице мы с вами гуляли, поэтому я не буду особо где-то что-то прям конкретно говорить. Если хотите посмотреть про Субботицу, про пряничный город, то ссылочка будет в правом верхнем углу и в описании. Ну, мы здесь ходили летом, а сейчас идем зимой. Видите, сколько фонариков. А вот это здание, я не особо его показывал в видео, потому что оно было ужасно старое, на нем были проплешины. Ну, я как-то мимо прошел, потому что нужно же красивое показывать, зачем показывать всякую хрень, да? А сейчас, видите, вот его почистили, покрасили, и более того, нарисовали муралы даже, красивые с передней стороны. Пойдемте, сейчас я покажу. Опа, вид, да, который мы видели на фотографии. Вот он. Туда мы и пойдем, собственно. Вот, пожалуйста. Субботинские муралы, велосипеды. И сейчас здание прям выглядит... Это небо и земля, как оно выглядело раньше, как оно выглядит сейчас. Это прям кайф. Вот это красиво. И даже, если я не ошибаюсь, где-то вот на той стене сбоку есть QR-код, по которому можно перейти и посмотреть, что это за художник. Вот, да, табличка висит. Вот, пожалуйста. Мурал Корза. Корза — это улица, по которой мы идем, пешеходная.
Для большей информации сканируйте QR-код. Ну, я надеюсь, вы просканируете QR-код. Для нас уже привычно, что рождественская ярмарка – это сказка. Имбирные пряники, огоньки, глинтвейн, веселье. Но если бы мы перенеслись на 700 лет назад, мы бы увидели совсем другую картину. Все начиналось не ради праздника, а ради выживания. В 1298 году в Вене герцог Альбрехт I позволил открыть так называемые декабрьские рынки. Они не были местом для прогулок с глинтвейном. Это был последний шанс для горожан запастись мясом и зерном перед тем, как зима отрежет их от внешнего мира. Первой настоящей рождественской ярмаркой, какой мы ее знаем, стал Дрезденский штрицельмаркт в 1434 году. И знаете, что там было главным? Не игрушки, а кекс Штоллен. Его форма сахарной пудры специально напоминала младенца Христа, которого завернули в пеленки. Кстати, забавный факт, что Штоллен продается вообще по всей Европе, но именно Дрезденский считается тем самым настоящим Штолленом, на него даже ставят печати. Настоящий переворот в наших головах совершил Мартин Лютер. До него подарки дарил святой Николай 6 декабря. Лютер же сказал: нет, мы будем почитать Христа. Он придумал Христкинд, младенца Христа, который приносит дары в сочельник. Так ярмарки сменили названия и даты, а мы получили традицию, которая жива до сих пор. Ну вот она, Корза. Мы по ней тоже гуляли. Корза предновогодняя. Сейчас какое число? Сейчас 29-е, да. То есть католическое Рождество уже отгремело. Новый год еще не наступил. И православное Рождество тоже еще не наступило. И сербский Новый год еще тоже не наступил. Сербский Новый год — это наш старый Новый год. Они его празднуют тоже 13 числа. Ну, как бы... У нас-то скорее такая семейная традиция, да, в России, а здесь прям празднуют. То есть сербский Новый год, да, второй, а чё нет? Тут вот тоже какие-то штуки светящиеся. Но мы идем не за штуками, хотя и за ними тоже. Вот этот вид, ну, Сити-холл из-за фонариков не особо видно, ну и потому что темно. Рождество же, в темноте надо праздновать. С фонариками, все такое. Господи, отовсюду музыка, просто отовсюду. У меня ролик будет весь забанен просто. Надо все повырезать. Сейчас я отойду и продолжу говорить, потому что это невозможно. Она орет прямо на всю улицу. Вот какой-то такой вид, да, мы там видели на фотографии. Вот отсюда примерно был снят. В видео с субботицы в прошлом я показывал, туда заходил. В подворотню заходил и показывал. Вот тут блинная открылась, русские открыли. Короче, блинная как открылась, так и закрылась. Нет там больше блинной. Русы не пошли, сербы, естественно, вдвойне не пошли. Нафига им русская блинная. И они закрылись. С какими-то там прям долгами миллионными. Вот так вот, открывай бизнес. Здание театра, помните, я рассказывал, да? Что его... По-моему, я это рассказывал в расширенной версии. Что его реставрировали 18 лет. Вот это здание Сити-холла строили 2 года целиком, с нуля. А здание театра реставрировали 18 лет. Главная городская елка. Давайте, москвичи, расскажите мне, пожалуйста, как должна выглядеть главная городская елка. Тут вам никаких дорого-богато. Потому что выпендрёж — это не про нас. Здесь вот фонтан был, как вы помните. Теперь здесь тоже фонтан, но зимний. И там даже есть лабуды. Это по-сербски лебеди. А, это какая-то цапля вообще стоит. Или кто это у нас? Фламинго это у нас. Хотя нет, это лебедь. Я хотел сказать, а почему фламинго не розовый, а это лебедь просто, он с горочки спускается. На волнах катается. Прикольно. Это, короче, главный лебедь и 2 его охранника. Он с трибуны вещает какие-то очередные лозунги. Фонтан. По-сербски он женского рода фонтана. Но наша цель вон там. Это ярмарка. И приколы воеводинских ярмарок я сейчас в закадре расскажу, потому что там довольно много и нужно все проиллюстрировать. Ну, встретимся после закадра. В Воеводине на севере Сербии время течет немножко иначе. Пока вся Европа сворачивает ярмарки 26 декабря, здесь веселье только начинается. Из-за того, что сербская церковь живет по юлианскому календарю, здесь празднуют 2 Рождества. Сначала католическое 25 декабря, которое отмечают венгры и хорваты, а затем 7 января православное.
Это создает настоящий марафон праздников. Ярмарки в Нови Саде и Субботице работают до середины января, объединяя традиции Центральной Европы и Балкан в один бесконечный фестиваль. По сути, здесь празднуют 5 праздников. Католическое Рождество, Новый год 31 декабря, Новый год 1 января тоже празднуют, потом идет православное Рождество и Старый Новый год, который здесь называется Сербский Новый год. Скоро мы вернемся на ярмарку, а пока я хочу вставить рекламную интеграцию от моих друзей. Как многие знают, я музыкант, барабанщик и не могу не прорекламировать хороший релиз от моих друзей из Санкт-Петербурга. Увидимся после рекламы. Друзья, отличная новость прямо из России. Мы, группа Стереохамство, и специально для подписчиков канала Рукавешка, мы приготовили для вас отличную новость. В конце декабря на всех цифровых аудиоплощадках, а также на виниле, на CD и, по-моему, даже на кассетах выходит офигенный музыкальный релиз. Это Join the Family, a Russian tribute to suicidal tendencies. Ждите в своих наушниках, в своих проигрывателях, в своих колонках. Это замечательное событие. Слушайте хорошую музыку, смотрите отличные видосы и будьте счастливы. Мир. Ну чё, мы в начале улицы, вернее, в начале ярмарки. Пришли вот оттуда, да, то есть это просто мы шли по пешеходной. И пешеходная такая, опа! А что тут у нас? И вот там целая улица отведена под ярмарку. Причем ярмарка настолько разрослась, что даже захватила немножечко и площадь. Здесь вот венгерский лангош, который прям пахнет этим жиром таким, знаете, от шавермы старой. В смысле, не от старой шавермы, а в старые былые времена. Так пахнет шаверма. Фотокабинка, ну и вот дальше. Целая улица. Но она не такая длинная на самом деле. Ее можно пройти секунд за 20 быстрым шагом. Ну, это довольно приличное все равно расстояние. Посвящено ярмарке. Короче, ярмарка здесь стоит на самом деле и летом, и по каким-то весенне-осенним праздникам. В общем, я, насколько помню, она не работает примерно месяца 3 в год. 9 месяцев она работает как часы. Кому-то нужен Макдональдс, когда здесь вот столько вот всякой красоты. Но вот здесь прямо с краю это, ну, масс-маркет, назовем это так. То есть фастфуд, какие-то бургеры. Ну, такое, неаутентичное. А вот за этим ларечком уже начинается всякая интересная красота. Ну, пойдемте, там будет шумно играть музыка, скорее всего, поэтому я не буду ничего говорить, чтобы не пришлось потом нейросетями эту музыку удалять. А вы знаете, что звучит это все прям отвратительно, когда это удаляется нейросетями. Так что я вставлю свою музыку и свой голос в закадр. Вот так вот. Ха-ха-ха. Хотел проверить, сколько людей, да? Я проверил, сколько людей. Людей море. Ну, не прямо море широкое. Будний день все-таки, но, блин, для буднего дня прям дофига. Добро пожаловать в Нови Сад на фестивале Зимзоленд. Здесь есть много интересного, например, вот эта поющая елка. И идея пришла из Швейцарии, из города Цюрих, где впервые додумались расставить хористов на подиуме в форме дерева. Нови Сад адаптировал эту традицию. Каждый вечер здесь выступают хоры детей и взрослых. И это лучшее отражение души этого края. В Воеводине живут десятки национальностей, поэтому песни у этой елки звучат на 10 разных языках. Сербском, венгерском, русинском, словацком, хорватском и так далее. Это живой памятник мультикультурности, который можно услышать. Всего час езды на север к границе с Венгрией, и мы попадаем в декорации совсем другой сказки. Это Субботица. Местная ярмарка Винтерфест отличается от шумного Нови Сада. Здесь царит дух старой школы. Этот рынок пропитан благотворительностью. Покупая здесь, люди часто помогают народным кухням и тем, кому тяжело пережить зиму. Это возвращает нас к истинному смыслу Рождества – милосердию. Ну, вроде я вышел из самой музыки, из самого хаоса. Здесь можно хоть говорить спокойно. Ну, в общем, да, сегодня людей не так много. Вот такие вот истории у меня есть для вас.
воеводжанских или воеводинских по-русски ярмарок. Это конец ярмарки. Вот сейчас мы выйдем уже с другой стороны улицы. Хотите, здесь вот можно купить какое-нибудь мясо, а потом пойти купить себе, да поворачивайся ты, купить себе горшок, например, для запекания, а рядышком купить пластинки или книги. Все, просто есть все. А вот из этой штуки, конечно, пахнет прямо таким старым маслом. Я не знаю, как это можно есть с таким запахом, боже мой, это прям ужас. Но едят, популярная вещь. Вот такие пироги. На улице пронзающий ветер, +3, очень холодно, мерзнем. +3 это без ветра, с ветром -7. Какой же 10, это плюс? -70. -300. У нас тут, ой, это моя рука, у нас тут глинтвейн. Мы его взяли вот в этой вот штуке венгерской, которая продает лангош. Скажи, пожалуйста, что ты мне рассказывал только что про лангош. Я не знаю почему, но сербы фанатеют по лангошу. По сути же это просто... Венгры фанатеют. Сербы же тоже. Здесь всегда очередь, и они его реально любят. Это же просто кусок жареного теста, в который напиханы еще какие-то топпинги. Вот товарищи покупают с нутеллой, например. Это просто... У меня панкреатит одного сочетания сразу начался. Или сыр, или что туда еще, какие-нибудь шкварки поди напихивают. Ужасно. Я не понимаю, почему они его так любят. Вот на курсах сербского учительница рассказывала, что у нее аж прям глаза закатывались от счастья. Вот это просто жареное тесто во фритюре. Это отличная идея для завтрака здесь. Просто вот классический завтрак. Дети собираются в школу, они жрут вот это вот жареное во фритюре тесто. Воняет оно не очень. И запивают йогуртом. Ну, прогорклое масло, как любой Макдак. Ну, раньше... Нет, Макдак пахнет нормально. У них там даже есть какие-то стандарты по маслу. Типа по запаху, который выходит из Макдака, есть стандарт. Он должен пахнуть вкусно, чтобы люди туда заходили. Мне он пахнет а невкусно. эта фигня пахнет как шаверма вот где-нибудь на Московском. Ну, вкусовочка в Питере. Да. Да, хорошо. Ладно. В общем, непонятная местная еда. Непонятно, почему она так популярна. И почему они такие худые, ну, кроме отдельных личностей, если они любят такую еду. Наша учительница, она худая. Просто вот такой вот дрыщ. Наш тренер 4 бурека съедает. Так кто наш тренер? И на тренировку. Да, он мне рассказал, например, что он может приготовить на скорую руку. У меня только от одного описания 4 кило прибавилось сразу. Я бы ни в одни двери не влезла, себе такое ела. И ему нормально. Здесь вот что-то происходит. Что-то подписывают. Так, ты забыл, какие приятные люди плюются. Забыл сказать, что мы находимся на центральной площади Цирк Свободы города Суботица. Здесь у нас тут Арнуво венгерская, Лангош венгерский, Наташа Владивостокская. И люди подписывают что-то. Что-то. Вот елочка здесь произошла. Наверное. Да, вон там это елочка. же почти Малая Садовая, ты посмотри. Решили мы попробовать глинтвейны на этой ярмарке. Ярмарка находится вот там, сейчас туда пойдем. Первый взяли вот у венгров. Как тебе глинтвейн? Ну, не самый выдающийся, что мы здесь уже пробовали. Ладно, уж что скрывать, мы его пробовали. Ну, там, потому что это лангош. Он тепловатый, очень сладкий, без всякой гвоздички. Нет, гвоздичка чувствуется, ладно, в запахе. Ну, он такой терпкий. Ну, такое. Не сладенький, как там. Да он же Вино дико из сладкий вишни. же. Вино из вишни. Ну, попробуем. Еще дойдем. Можешь спросить что-нибудь там пишут. Что, подписывают? Да. Сходи, спроси. Я В общем, отвратительно вот так. шмыгаю носом, потому что тут холодно, а у меня аллергия на холод. Надеюсь, тебя простят. Хотя вот сегодня прилетело 2 комментария. Один, что Игорь путинист, а второе, что
Зачем мы обожали русский язык? Я вообще такого не припомню, но окей. Ну, люди не только читают, по-видимому, и слушают тоже иногда ею. Я настолько удивляюсь вот этому явлению, что люди читают. Сколько работаю в СМИ, столько удивляюсь. Я читаю комментарии, у меня просто глаз дергается. Почему? Откуда? Итак, первый глинтвейн из ларька, на котором не написано глинтвейн. Из венгерского. Жижа. Жижа. Нарекаю тебя жижей. Это не глинтвейн, это какая-то шляпа. Что ж. Ну, я ее Пойдемте допью, дальше. конечно, но у меня будет сахарная кома, мне кажется, сейчас. Не такой он и сладкий, как мне кажется. Сказал человек, который жрет сырки, просто поперек Я закидывает. сырки не ел уже всю свою эмиграцию. Я помню первый стресс, когда я это первый раз увидела. Ладно. Мое лицо было вот такое. Ну расскажи уж, раз начала. Ну, так, а ты что тут рассказывать? Ты их ешь просто как... Я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, целиком просто закидываешь в рот, и он молниеносно исчезает, закатываются глаза, потом все, следующий сырок пошел. Я помню эти творобушки, которые летели пачками. Просто сожрать пачку с чаем. У меня бы слиплось все до самых коленок от Но мы с пищевода. Лешей и на вниз. работе, да, любили чайку и Ужас! кофейку бахнуть с целой пачкой конфет. И где сейчас Леша? Леша в Питере. В Питере? Мавлиев. Мавлиев, да. Господи. Мавлиев. Блин. Тоже сладкое же жрет, как пылесос. Алена да. все сокрушалась. Купить себе кулек конфет и съест его. Подойдешь, Леша, дай конфетку. А там уже нет А ничего. там уже фантики. Ты, Леша. Чтобы вы понимали, Леша это такая палочка, спичечка маленькая. Так что Он не маленький, но он худой. худющий, да, чувак. Так, это вторая точка. Вот здесь уже написано Кувано вина. Да. Здесь бухло. Специализированный магазин бухла. Там Ларек. он стоит Сомерсбай, зазывает. На улице холодно, греются вот так. Ну, греются вот так и греются вот так. Изнутри и снаружи все должно быть гармонично. Да. Ну, пойдем попробуем на окраине села, так сказать, на окраине ярмарки Кувано вина. Что тут? Куван ром еще есть. Кувано ракия. Кувано ракия вот. Ракия. А здесь не делают же здесь кувану. не делают? Нет, Здесь просто хорошая ракия. просто добрая. хорошая ракия. А там, значит, куван рум и куван вина. Что будем брать? Вина, какой рум. Куван! Ты только что сказала, пока камера была выключена. Мы же до конца не дойдем, надо пить по чуть-чуть. Это горячая Прошла миля. минута, может быть, рома возьмем. И у кого-то есть золотая миля, а у нас, значит, горячая 100-метровка. Попробуем глинтвейн номер 2. Труй. Пахнет по-другому. Немножечко вениками. Во-первых, он горячий. Да, он горячий. Во-вторых, Они теплые. как более бы. терпкий. Там, да, была прям жижа какая-то. Горячим можно все что угодно выпить. Ну, это поинтереснее, такой сладкий. Не такой сладкий, он терпкий, пахнет вениками. В хорошем смысле слова. Смотри, какие закаты раздают. А он у меня на автоэкспозиции, там не особо видно. Хотя видно. Романтичный. Дождь тут не видно с деревьев. В общем, сколько ты ему ставишь? В общем, это приятнее. Вот тому ты сколько поставишь? Тройба? А у нас скольки бальная шкала? Ну, 5, как в школе. 5? Ну тут прям на троечку, такую хлипкую троечку. Да. Этот на 4 точно тянет. Посмотрим, что будет с остальными. Может, он вообще лучшим окажется. Там даже какие-то сладкие зубы, я помню. А мы, Ярмарка по-моему, вот туда уходит. в этих 2 ларьках не пробовали. Стали. Здесь? Да, в каком-то одном пробовали, в каком-то нет. Не. Ладно, попробуй. Звучит как угроза. Вот чувачок. Да, приглашает. Что там, горячий пунш? Похож там на полотенчик из Саус Парка. Глаза-то точно такие же. Если вы думаете, что глинтвейн везде одинаковый, то вы ошибаетесь. В Германии пьют глювайн. Вино нагревают со специями.
В Сербии же готовят кувано вина. Секрет в сахаре. Его сначала карамелизируют в пустом котле и только потом заливают вином и водой. Этот жженый сахар придает напитку густой иристый вкус. А на закуску король уличной еды – кюртош калач. В Праге его называют трдельник или трдло и продают туристам как старочешский. Но историческая правда в том, что корни этого лакомства в Трансильвании у венгров-сикеев. Первый рецепт был записан еще в 1784 году графиней Марией Микиш. Тесто наматывают на деревянный цилиндр, обваливают в сахаре и пекут на углях. Сахар плавится, создавая хрустящую карамельную корку. Это вкус истории, который нельзя подделать. По поводу вот того руса, мы сейчас просто покупали вино. Там за нами стоял русский, который очень невнятно все произносил. Когда плохо говоришь на языке, ты стараешься бла-бла-бла сказать, чтобы типа, ну поймут. Самый крутой язык я в школе учил, французский. Так можно в принципе говорить. Это самый удобный язык в этом плане. У нас еще и голоса же отличаются. Да? Ну, у сербов голоса гораздо ниже. Любая сербская женщина басит так на улице. Ну да. Как они это делают? Мне дали печеньку. Не, подожди. Вот тому вину, которое было до этого, ты сколько дашь? Мы таки договорились на 4 хорошие, да? 4. Возможно, даже чуть больше, но сейчас время покажет. The В next. общем, вот 2 ларька. Вот стоит кастрюля, в которой варят вино. Мы его и взяли. А еще А Наташе еще подарили печеньку. печеньку там. А тут продавец, такая красивая девушка, похожа на нашу Катерину Шпицу. Вот она. Она объясняет, что вино здесь нету, я его только готовлю. И Берите еще не рядом. сварилась. Не сварилась. Идите, да, к соседям. Сходите. Ну, у пожалуйста. них, вот у третьих, у них, смотри, как все сделано. Приличные, да. Приличные бокалы, стаканы. Бокалы. Бокалы, да, еще Winterfest. бокалы разливают. Совсем вы в ваших Европах офигели, бокалы разливаете. Вот это круто, вот это. Можно балл накинуть за упаковку. За стакан. Как Apple. Наценка за упаковку. Наценка за Apple. Ну, пробуем. Как тебе? Он снова горячий. Так. Он немножко слаще, чем предыдущий. И здесь не чувствуется специй. То есть оно по запаху они вроде есть, а на вкус они почти не чувствуются. Хорошо или плохо? Но это такой средний глинтвейн, в общем-то, похуже, чем. Похоже? Так, пробую. Да, он слаще. И менее вкусный. Если туда налить виски, это его спасет. Но мы не будем наливать свой виски. Что туда налить? Виски? Что? Что? Не, можно коньяка, конечно, еще. Ну, в Вене делают разогнанный глинтвейн. Наливают или Егермейстер, или горький лист. Глинтвейн. Омерзительно. А потом котиками вонять после него. Фу. Ну, типа, вам какой, обычный или интересный? Чтобы сразу в космос? Да. Нет, это ужасно. Не, ну если сюда налить все-таки вискаря какого-то, вон Хани или Apple Джека. Да, вот эти 2 ларька, кстати, они самые такие крутяцкие выглядящие. Здесь и еда Да. есть, и бургеры всякие, Но они- все, что хотите. Все-таки промышленные. А когда мы дойдем вот до Души этих... в них нет. Как это нет? Есть, конечно. Но это не тот ларек, где продавец с тобой выпить готов. Да. Такой. Мануфактуринг. Ну, хотя мануфактуринг, он в кастрюле вино варит нормально. Ну там-то стоит вообще Пыточку закопченный чан. А Еще- вокруг вот что. А почему здесь, кстати, еще так популярны трудельники, тоже не понимаю. Трдельник на самом деле это не чешская еда. Это, по-моему, это румынское изобретение. И называется он вообще не трдельник. Это его чехи так прозвали. В общем, это изначально венгерское, румынское. Вот из этих мест штука. А румыны Поэтому- принципиально все на углях делают. Даже выпечку. Ну, я не помню, я в закадре скажу, но это, короче, не совсем чешская еда. Ну, их тоже, но она не только их. Венгерская, она в том же ключе. Как что говорят и сербы, лангош. ихняя. Их нихова. Нихова. Нихова, да. Ихняя. Изучая сербский, ты понимаешь, что ихний, ивоны и все такое, это на Ивоны, самом деле да. правильно. Евойны это прям вот, да, это сербский. Потому что они не выпендриваются, как в русском языке. Их. Адриан меня спрашивал, что мне показалось
самым интересным пока что в изучении сербского языка. Адриан — это наш тренер по фитнесу, если что. Я ему, по-моему, надоела со своим английским. Да. Ничего страшного. И я сказала, что, во-первых, звуки, которые, вот, например, твердое «ч», Да. это же просто не бывает твердый «ч». Что это такое вообще? А во-вторых, это феминитивы, которые здесь Норма. нормальный разговор. Да. Даже не Профессорка, разговор, это да. просто норма. Назови у нас профессора профессорка, она тебе глаза Здесь выбьет. это норма языка. Профессорка, да, учительница. Учительница, ладно, у нас она тоже Да, есть. да. Лекарка, Лекарка. экономисткиня, инженерка. А про че я ему говорю, я тебя отомщу, пытаюсь сказать букву «ы». Он такой, ну что же, 2 че, ничего такого. Я говорю, а давай теперь «ы» скажи, у нас 2 «и». У нас есть мягкое и твердое. Вот твердую скажи. Ничего не получилось. Ну, у него пока еще тоже не очень Ну, получается. ти, да, ти тоже сложный звук. Ничего. Еще пару раз он посадит этого русского парня на тренажер, который ему не по силам, научится. Всяким русским нехорошим словам. Ну сколько мы ставим этому глинтвейну? Ну, если тот был 4, то это 3,5, наверное. Он получше, чем то, что был в А за ларьке с упаковку не лангошем. будем накидывать? Упаковка — это упаковка. Ты же его есть не будешь? Стакан. Ну, можно, как у Михалкова в сибирском цирюльнике, когда он стакан сожрал. Давай не будем уподобляться А потом Михалкову. бумажный. Короче, ты же сюда второй раз все равно уже не пойдешь. Значит, до 4 он не дотягивает. Сюда, в этот ларек, А, вот покупать нет. глинтвейн. Вот и все, вот и все. Ну там же есть всякие пунши еще у них. Вот за пуншем, может, какие-нибудь и пойду. Итак, 4-я точка нашего пути. 4-й бокал. Вкусы Герцеговины. Мы понемногу синеем. Как бы это ни Мы звучало. розовеем, наоборот, мы же греемся. Греемся, конечно, да, только ради Плюс этого все и затеяно. К этому глинтвейну надо сказать, что у нас спросили, нужно ли вам туда чего? Корица. Корицы. То Мы есть сказали, конечно, давайте очень корицу. по-домашнему и прям молодцы. Да, попробуем. Ну, жахнемте. А оно пахнет прям, пахнет. А, они же делают его прямо из вина, которое вон стоит. Ну да. Вот у них Я лавка. думаю, и что вот они нам показывали же какую-то бутылку вот тут, вдалеке, которая стоит. да. А оно прям пахнет Прямо из него. молодым вином. Вот это вот запах какой-то. О, вот это уже Я не знаю, как его назвать. не Макдональдс, вот это уже что-то такое, handmade. Короче, молодое вино вот так пахнет. Такой Молдавское. слегка грибной запах, дрожжевой, что ли. В общем, вкусы Герцеговины, походу, крутые. Оно чудовищно горячее, это хорошо. Пойду сниму, что там есть. Да ты пока распробуй. А послал нам Бог сегодня чварцы. Сыр есть. Это я не знаю, что. А что его? А, смоква. Ага. Инжирка же. Это инжирка. Прошут и вина там, вот, как раз из которого они делают. А кого вина от какого вина? От овок? It's from the Tvrdoš monastery from Ага. Herzegovina. И ово, да? Yeah, it's Рукавешка делится каналом. Рукавешковичей. А вы знали, что Толя играет в Геншин, и его персонажа зовут Рукавешковна? Там имам титулы. имя на срубском. Да. Он похож на масло. По вкусу. Ну это свежий сыр, потому что. Прям да. О, это же мое любимое. Это чварцы. Скажи, пожалуйста, что такое чварцы нашим зрителям? Шкварки. Свиные шкварки. Все знают, что такое свиные шкварки? Сейчас Толю перекосит. Не люблю я. Ты ничего не Это какой-то понимаешь. жир с жиром, Это жареное сало. панированный в жире. Ты же не любишь жирную еду. Вот удивительно, что, Почему тебе нравится? что ты в Чехии вот это вот жрал, жил с жиром, вымоченный в жире, и еще запивал чем-то жирным. Кого? Но в Чехии ты ел вот это все. Это был гуляш. Там было мясо. А это просто панировка в жире. Меня сейчас взглядом будут, по-моему, убивать.
Короче, ты не тот человек, который любил шкварки в детстве, я поняла. Я никогда шкварки не любил. Это вкусно. Сало любил, шкварки нет. Вино монастырское. Монастырское, вкусное. Да. Винишко. У него, в общем, есть вкус. В отличие от предыдущих, там, видимо, глинтвейн был на чем-то типа как у нас из пакета. На воде. Молодая Изабелла Да. с душой монаха. Душа монаха, да. Тут продается душа монаха, кстати. Да, я каждый раз ржу в светофоре. Ты заходишь, там душа монаха, Водка польская по лету водка стоит. какая-то мерзкая, да, она даже на вид отвратительная. Ну, польская, они не умеют водку. Ну, в смысле, они-то считают, что умеют. Но на самом деле нет. Еще там продается царский чай. Так и называется, царский. И меня как-то в очереди спросили, в России пьют такой? Нет. Я вообще первый раз такое вижу извращение. Ну, это как Господи. этот, Эрл Грей, как он там, Ахмат, или как он, нет. Ахмат, по-моему, да, Эрл Грей, типа, Эрл Грей у британский всех чай, есть. который в Британии вообще никто не знает, что это британский С чай. добавлением бергамота, да. А В общем- это русская фирма вообще его делает. В общем, вот этот вот царский чай, это каждый раз кринж. Всей бабки. Сербы кофе пьют. Надо рассказать о том, что они пьют кофе. А чай у них это травы в основном считается. Да, у них есть чай, тут там какая-то ромашка, мята, какая-то ересь, короче. Я когда у Игоря спросил, Игорь это наш копший, наш сосед. Типа, а ты чай пьешь? Да, когда болею. Вот у меня тут ромашка есть. И какая-то еще там трава. Я говорю, а чай-то сам чай у тебя. Так вот же, это же чай. Я говорю, нет, это не чай, это ромашка. Это трава. Да, У ну, дома. типа заварил, и это как бы чай. Раки еще сверху я выпью и хорошо сразу становится. поправлюсь. И балантайнзом заполировать это все. Ну, раки я же, мне же и Отлично. Адриан даже советовал раки пить, если ты простудился. Тренер наш. Не пьющий пацан. Да. Пей раки, что ты? Болеть не будешь. Изучая традиции, я наткнулся на очень интересные вещи. Пока мы ждем доброго дедушку с подарками, в других частях Европы происходит нечто странное. Например, в Каталонии есть персонаж Тио де Надаль. Это бревно. Обычное бревно с нарисованным лицом. Дети кормят его с начала декабря, укрывают одеялом. А в Рождество бьют его палками и поют песни, требуя, чтобы бревно выкакало подарки. И оно какает конфетами и туроном. А в Альпах святого Николая сопровождает Крампус, жуткий демон с рогами. Если Николай дарит подарки хорошим детям, то Крампус наказывает плохих березовыми розгами. Но самые удивительные традиции я нашел здесь, в Сербии. Забудьте про елку в канун Рождества, главный символ здесь – бадняк. В сочельник 6 января мужчины идут в лес, срубают дуб и приносят его к церкви или домой. Ну, на самом деле это традиция, а так ему можно купить в любом магазине. Вечером его торжественно сжигают, и это невероятно зрелищно. Когда дуб горит, в небо летят тысячи искр. Считается, сколько искр, столько счастья, денег и здоровья будет в новом году. А дома происходит ритуал, который называется пиюканье. Пол устилают соломой, как в яслях Христа. Отец семейства ходит по комнате и квохчет, как курица, а дети ползают за ним и пищат, как цыплята. Пию-пию. Поэтому пиюканье. В соломе спрятаны сладости и орехи. Это символизирует изобилие и единство семьи. На следующее утро разламывают честницу, специальный хлеб. Внутри спрятана монета. Кому она достанется, тот будет самым удачливым весь год. Здравствуйте, Наталья. Что у вас с глазами? Синеет. Сэр. Синеют, сэр. Итак, нас покормили. Нас покормили сыром и шкварками. Шкварцами. Шкварками. Шкварки. Вкусные шкварки, чего тут начинается? Да, вкусные, хорошо. Спокойся и положи нож. И сколько баллов ты поставишь эту винишку? Пятерочку? Где-то близко, пока что оно лидирует среди А меня. не винишку, а глинтвейну, да? Глинтвейнишка. Винишка может быть и не самая роскошная, но глинтвейн пока что самый интересный. Наверное. Ну да, оно, наверное, не такое дешевое сырье, как вот в тех ларьках, которые были до этого. Да, я тоже поставлю пятерочку. Сухое, теплое вино. Оно было даже горячее. Горячее, да. Со шкварками. Потом мы заболтались, и оно стало холодное. Ну, теплое еще. Теплее меня точно.
Заболтались мы с мужиками. С пацанами. С момцами по-сербски. Момцы? Момцы. Пацаны? Момок, чувак, ну, пацан. А момцы, чуваки. Парни. Парни. Ребята, парни. Юноши. Смотри, какой дед с седым хвостом вот идет. Чего, дед? С седым хвостом. Молодец. Старый рокер. Ну, здесь же собираются на площади летом, они каждый день сидят вокруг фонтана. Деды дедами, с семками, вот это вот все. Седые, древние, а вокруг мотоки стоят. И это вот эти вот деды на этих мотоках и приехали. Причем чопперы здесь штука редкая, они на спорт-туристах чаще. И потом дед, значит, нащелкался семок, седлает своего спорт-туриста, дрозда, и начинает куда-то ехать. Правда, не под музыку Пугачевой, как в Питере принято. Это как в Спанч Бобе была серия, когда к нам едут дикари, все испугались, там приехали старые дедули такие. Мы не дикари, мы тихари. Тихари это еще хуже, мне дедулечки. кажется. Тихари это еще хуже, мало ли что он выкинет. Тихий, а потом начинает. А еще у этого вина, кстати, У него осадок. у него есть осадок, да. Но это еще и корица. А. Ну хотя бы не пластиковые стаканы, чуваки закупились где-то стаканчиками. Оптом. Бумажные, да. Бумажными, да. Нормальные. Бумажные, Нормальные стаканы. аутентичные. Меньше микропластика. Не заботьтесь о своем здоровье. Мне кажется, да, вот там как бы с краю, знаешь, стоят такие, типа, зацепить всех. Такой Макдональдс. А если пошел внутрь рынка, то уже начинается всякая вот интересная домашняя штука. Ну да. Так аутентичная. Ну что, дальше мы пойдем за вишневым глинтвейном? Ну да, пошли за вишневым. Этот ларек мы пропустим, правильно? Этот пропустим, да, потому что невозможно столько вина выпить. Не, ну возможно, но какой ценой? Даже Ценой воды столько всего. невозможно выпить. А водки. Водки тем более. А мы же хотели на каждой ярмарке все ходили мимо попробовать это вино, они же вот с этими бокальчиками, бусинами все время стоят. И каждый раз нас зазывали пробовать. У нас каждый раз были какие-то дела, и мы такие, нет, мы не хотим бухать прямо в 10 утра. Давайте как-нибудь в другой раз. И другой раз так и не случался, но вот глинтвейн все-таки наступил. Ну вот, да. Этот дядя там рассказывает, как он делает вино. Здесь еще крутят видеоролики, вот там вот видеоэкранчик, на которых видеороликах этот дядя собирает вишню там, И делает с ней всякое. делает с ней всякое. Пахнет вишневыми косточками, вот этим с цианидом. Ну, давай. Оно капец сладкое. Сладкое? Да. Оно гораздо слаще остальных, и оно какое-то вот прям мясистое. Потому что с вишней. Вон дедуля этот летний, господи, Summer Edition. Такая вишня у них. Вот, да. Вот этот экран, на котором видно, как они собирают эту вишню и как делают из него вино. А монтаж прям от боженьки. Ну, Меня от монтаж-то этой склейки ладно. сейчас чуть Вот глаз на диплома. затылок не переехал. Чем глубже, тем лучше. Здравля. Так я уже, что ты думаешь? В общем, чем дальше в рынок, тем интереснее. Да, вкусно. Почему я говорю рынок все время? Это ярмарка. Потому что оно выглядит примерно так же, как обычный у нас рынок. На рынке что, ты идешь покупать помидоры с утра? Ну, Потому ты что, без глинтвейна это делаешь? да, к часу, потому что рынок закроется, но тебе все равно на каждом прилавке предложат собственные раки и замахнуть. А на бувляке. Так, я пробую. Кто оттуда малиновую ракию приволок? Не знаю, о ком ты говоришь. Я пошел за орехами, и женщина, которая продает орехи, она, естественно, делает раки. Я такой, о, малиновая, Все делают раки. надо взять. Взял орехов и раки, чё нет. Как у меня в Лидле набор чемпиона. Яблоки, яйца, протеиновый йогурт и 2 бутылки шампанского. Мне не кажется, что он такой прям сладкий. Потому что ты жрешь сырки поперек. Я не ем сырки сейчас. Хорошее Я слово 4 года уже сейчас. не ел сырков. 4 года. 3. 3. Я тебе... Без сырочков живу. Здесь же есть сырки? Но они венгерские, не такие Нет, вкусные. есть российские, просто по Они 200 стоят рублей просто, за да, штуку. ну, за 200 рублей я не куплю
Чуть лучше нормально, сыра куплю. И они же продаются здесь, как ни странно, на заправках только, исключительно. Газпром, потому что. Вишня. Баймак. Баймак — это деревня рядом с нами. Тут, Здесь вот тут недалеко. в ту сторону. Если пойдете, там будет Баймак. Да, и тут недалеко. И там есть прикольный бар, говорят. Да. Хмельная борода называется. Хмельнобрада. Имени Дунаева. Дунаев, привет. Я знаю, ты смотришь. Наш бородатый друг. Скучал. Добрий снов, Агі, добрий снов. Тут прям гужва какая-то происходит. Народу-то прибывает. Здесь вот Да. столиков мало. Всего ничего. Возможно, у них не хватило на них денег. Скорее ничего, чем всего. Поэтому они поставили 2 столика просто. Что есть, типа. На что хватило. Ну, здесь и тесновато. А честно. возможно, им нужно еще какое-то отдельное разрешение. На Здесь столике, чтобы стояли вот на историческом как бы, месте. что-то у меня прям сомнения по этому поводу, что здесь кому-то нужно отдельное Ну, для разрешение. кафе, которые вот там стоят, Чтоб на за ярмарку Градской что-то. кучей, там нужны разрешения, чтобы поставить столик на Ну, улице. это же ярмарка. Ну, я ничему не удивлюсь. Может, они, конечно, по квадратам здесь арендуют место. Может, по квадратам, да. Ну, потому что в этих домах, которые вот там, за спиной, там аренда по квадратная. Ты можешь снять одно помещение на 5 собственников, например. Каждому по 2 квадрата. Ну, вообще не И волнует. открыть там солярий. 1 квадрат, по-моему, 10 евро. Как меня дико удивляет популярность соляриев здесь. Господи, мне столько всего удивляет. Конечно. Ну, потому что ты иммигрант, конечно, тебя удивляет. Да, солярии просто на каждом углу. Особенно летом. В стране, в которой 300 солнечных дней. Не 30, как в Питере солнечных дней, а 300. И вот и на каждом солярии вот эти вот плакаты из нулевых. Какой-то там. В общем, сколько ты ставишь этому винишку? Ой, я не знаю, Во-первых, за необычность, оно вишневое, оно не просто какое-то вино. его просто грешновато ставить в общий ряд глинтвейновый, потому что оно вишневое. Ладно. Короче, у нас было сколько? 4 глинтвейна, да? Это 5-й, да? 4 обычных глинтвейна у нас было. Последний херцеговачки был самый вкусный. Да. Вот А это я бы не стала вишневый. пить, наверное, еще раз, потому что он дико сладкий. У меня сейчас склеивается постепенно все с хрустом. Вы не слышите хруст, но он есть. Хруст французских булок. Французских булок, да, будет позже. Еще чуть-чуть Я просто замерзнут будут. предлагаю вот его попробовать и Медовина? медовину. А к мужику мы не пойдем? А, да, еще к С мужику надо ликерами. сходить. Ё-моё. Как ты чё? Столько дел. Вообще. Не пахано. Столько дел, столько дел. Когда все успеть? Это потому, что ты не Оля Бузова. Я Анатолий Занчковский. Она Слава вот богу, все я не Оля успевает. Бузова. А, Я сегодня в рамках рабочих тасков смотрела ее сторис, меня укачало. в общем, передаю всем привет. Анатолий из Субботицы. Чирс вишневым горячим вином. Я бы не назвал это глинтвейном, потому что это вишневое горячее вино. И Там это есть прикольно. какие-то специи, возможно, даже мед. Что-то люди приходили, я сейчас смотрю, уже нет никого. Замерзли, что ли? Перебухались, ушли. Ну, обычно вот здесь просто я пояснил, вот тут просто вот так вот стоят люди. Ну, может, потому что воскресенье. На работу, типа завтра. Ну, типа люди ответственные, завтра на работу. И только мы, Какие люди? Ответственные? и только синие русы Ну, конечно. бухают изо всех сил. Славяне очень ответственные люди. Последний Все, раз. неважно какие. Да, что-то вообще никого. Ну, то есть, смотри, у мужика тусовка рядом с винным, кстати. У него вообще тут С вишневым ларьком. цветник просто. Да. В общем, мы подошли вот. Наша последняя точка. Предпоследняя. Предпоследняя. Этот мужчина нас зазывал с ним выпить в прошлый раз. У него тут ликеры различные. Ликеры домашние, да. И вот Домашние, в да. прошлый раз, когда сюда только приехали очередные переселенцы из Питера, они увидели здесь Бейлис и Кокос. И это прям все. И мы дальше пошли уже с 2 бутылками. Они не собирались ничего вот такого покупать, но Бейлис есть Бейлис.
Ну, мы покупали у него ягель. А мы покупали Ягель, ягерь, да, но в этом-то домашний. году его не было. В этом году Ну вот почему-то не там было. есть ликер с рябиной, с шелковицей, вишня, что там еще, малина, инжир, лаванда. Что такое зоа, я не знаю. Смока. Смоква дико сладкая, просто фантаз. Ладно, давай, пробуй. Так, пробуем. Прям нашинкованный топором апельсин. В общем, еще одна домашняя лавка с домашними ликерами. И, конечно же, там есть глинтвейн. Он же кувана вина. Он пахнет водорослями. Тебе понравится. Почему мне должно понравиться? Ты же любишь Я из Петербурга? водоросли. Я из Владивостока, мне должны нравиться водоросли, но понравится тебе, потому что ты их любишь. А, ты про морскую капусту говоришь. Наташа терпеть не может морскую капусту, а я ее обожаю. Ненавижу. Фу. Горите в аду те, кто придумали ее жрать. Она вкусная. Нет. Вкусная. Нет. Ладно, пробую я. Ну, он такой, да. Ну, это просто вино. Да. Но он как бы приличный, горячий и на свои деньги. Кстати, да. Из всех глинтвейнов сегодня он стоил дешевле всего. Вот, то есть то, что нам наливали в начале по 350, здесь стоит 200. Причем тут идти как бы, ну, это не Манхэттен ни разу. Не знаю, секунд 15, наверное. От того края до этого. Это такой глинтвейн, который мужики на кухне варят. Типа, давай зимний суп Вон бахнем. мужики стоят, вот они и варят. Вот, и они такие, да, давай бахнем. Вот они в поттер это все залимонили, порубили топором апельсин. Это знаешь, Получилось. как называется? Это называется топ за свои деньги. Ну да, но это неплохо. Это неплохо. Ну, если мне предложат взять вот это вино или вот то с краю за 350, то же самое, я, конечно, здесь возьму. Еще поговорю с этим милым дяденькой и возьму у него ликер какой-нибудь. Ну здесь приятненько, приятненько ребята из Герцогена. Там еще мужик винилы продает. Ну и вначале вот этот вот Винила, да, там. павильон, где сожгли собаку. Просто ты подходишь, ты... Там никого не сжигали, но Наташа просто говорит про то, что там очень плохо пахнет Собака. жареным мясом. Там не пахнет Ростик- жареным ростик мясом. должен пахнуть Это пахнет вкусно. горелой какой-то шляпой. Собака, тебя не сожгли. Привет, собака. Наташа увидела животину. Она потерпела мои прикосновения Да, она недолго. хвостом машет, все ей нравится. Она машет, чтобы понять, что от меня ожидать. Это не знак Ну, симпатии. гладь, она встала же, стоит. Ты хорошая собаченька. Ей холодно. Понятное дело. Вероятно, как и мне. Только я могу попить глинтвейна, а она нет. Да, вся беда с бездомными животными. Я бы не, Их довольно много. я бы не сказала, что их тут много. Ну, я сравниваю сейчас не с Россией, а с Европой. А, То есть какими-нибудь там, не знаю, где мы там были? В Венгрии. Ну, в Венгрии, может быть, и есть, кстати. В Чехии вообще никого здесь не их видел не никогда. особо много, и обычно О, они охранник. охереть. Тут есть охранники. Если я решу его обидеть, он обидится. Потом придут в комментарии и обидится там еще раз. Она, кстати, ты сказала, что пахнет водорослями, но не пахнет водорослями. Оно пахнет водорослями. Нет. Пахнет. Да? Это от стаканчика, скорее К нему всего. примешивается запах рябины, по-моему, и оно дает запах будто водорослей, которые на берегу полежали день. А, ты просто не знаешь, как пахнут водоросли, которые на берегу полежали весь день. Ну, в Финском заливе знаю. Откуда там водоросли? Ну, там же такие плавали. В этой коричневой Я в луже? детстве собирал и на даче. У меня там был бассейн с тритонами, лягушками и рыбками. Я маленький выращивал. Там пресная коричневая вода, Да, ну возраст омерзительная. там есть. Это не водоросли, это... Я не могу сказать, это, Это при наш всех. бесконечный спор, что в Питере моря нету, Нету. что это гребаная лужа. И Лужа. вообще Финский залив это просто омерзительная. Маркизова лужа не зря называется. А вот у нас в Владивостоке и начинается рассказ про то, какое море в Я бы Владивостоке. сказала, что ваш Финский залив это санина сатаны, но она должна быть соленой тогда, а она не. В общем,
то, что в Питере есть море, Наташа отрицает. И будет Категорически. отрицать всю свою жизнь. Сколько лет мы? Да уже 10 лет вместе, она все это время отрицает. Я плюю в вашу лужу. Бездомная собаченька. Тетенька, берите собачку. Смотри, какая Нет, хорошая тетенька собачка. переживала и ушла. Пися. Интересно, а собачка будет есть кошачью еду? А у тебя есть с собой? Конечно, у меня есть с Попробуй. собой. Может, будет. Вот рядом люди обсуждают, что что-то снега нету. Действительно. Удивительное явление. Наташа прикармливает собаку. Я отойду даже чуть-чуть. Я не уверена, что она будет есть эту еду. Сердобольная русская женщина. Кормит сербскую собаку. Я еще не кормлю, я пытаюсь ей предложить только. Нет, Нет? невкусно, невкусно. Невкусно? Спрашивает, как бы совесть у тебя есть, женщина? Нет, невкусно. Вот нифига себе, да? Да. Такая, типа, я не буду кошачью Можно еду есть. кошачью еду, да? Есть. Вот и жопа. Она вроде пахнет, но вроде и нет, да? Что-то не то, да. Что-то не то. Потому что это элитная кошачья еда собачья. Да, дорогущий кошачий Ты корм, а просто его не ешь. слишком плебейское животное. Дайте ей шкварок. и А вот нормально. это, я думаю, она бы не отказала. Ну да. Да. Просто хочет, чтобы погладили. Ты не собираешься отгрызть мне лицо? Я надеюсь. Ладно, я найду другого кота. Что? Ну, у меня нет другой еды, прости. Теперь интересно? Да? А Собака. все. Надо было брать, когда предлагали. Да. Нет. Может, она вина хочет. Ладошку лизну, но это не буду. Есть не собираюсь. Да? Вот Собака. вредная задница, а. Это вообще было для кота, который ночевал у нас на аллее. Но я его в итоге не покормила, потому что он куда-то делся. Там много котов броют. Они такие довольно все жирненькие. Ну, там 2 дня сидел на одной лавке напротив нашего подъезда черный кот. Ты поросенок, а не собака. Хрюшка. Прасеные пасы. Вася. Ути, какая собака. Ой, Русия? Руся есть. Руси. Тут у нас Да. Четвертый год. четвертый година. И какой? Удемир. Да. Да. Так, Смотри, там наша продают липу последняя. и репицу. Липа, липовый мед, а репица, Ага. чей это мед, как ты думаешь? Не знаю. Реповый? Из рэперов. Из рэперов? Я бы не стала это есть. Короче, вот наша последняя остановка. Пчеларство. Ну, вы можете это перевести по-любому. Лампа. Стоит дедуля здесь каждый день. Китникес. Сыр, это сыр из айвы? Как это? Как это? Добр, да. А то сыр. Да. Ела, да? Сыр из айвы. Интересно. Это как мармелад, видимо. Похоже на нашу пастилу, не на такое сладкое. Проста там это. Мед из проста. Я думаю, что для простаты все-таки. А может 2 медовины? Давай такую купим. Давай. Короче, сыр от Дуня. Дуня это Айва. айва. Дуня. Ну, вообще это как это, Пастила. пастила, да. Ну, называется сыр. Здесь, Прикольно. кстати, Очень вкусно. это понятие пастилы-то нет. Здесь есть джем, Джем, да. а есть мармелад. Но мармелад это у них более жидкая субстанция, нежели джем. Да, мармелада здесь такого нет. Мармелад это для намазывания штука. Да, да, да. Намаз. Kao prvo ili ovo drugo? Ovo prvo je samo То есть mleč. здесь Prvo je айва, perga. сахар и лимон. А мы возьмем какую? Мы возьмем С орехами такую или вот- возьмем. Нет, в To je 3 смысле, u 1. куском или нарезанную? Не знаю, ты какой хочешь. Ну, если это сыр, на хлебушек его, знаешь. Парасима. Давай старайся. Тут же нету России. Нет, Дуня, тут нету да. России. А можешь ешь? To je 200 dinara. To je onda 500 dinara sve zajedno. Upakujem. Не, лимон корпус.
Там еще вон соты продаются. Прополис. Ложки для меда мне каждый раз так нравятся. Надо Прям взять не могу. ложку для меда. Почему мы кладем обычной ложкой, если есть нормальная? А куда мы кладем обычно ложкой? Что вообще мед? Мы вообще кладем куда-то мед, скажи, Я ложкой? кладу иногда, когда курицу делаю какую-нибудь. или Да, свинину. для этого нам совершенно необходима отдельная ложка для меда. Она же классно выглядит. Смотри, какая классная. Да, она классно выглядит. Она прикольная, я не спорю. Прагматичная Наташа. 1400, ali izuzetnog ukusa. А odakle? Odakle? Мало. Odakle? Так, а в прошлый раз, Дедуля очень такой серьезный. Но Он он- всегда такой серьезный. он в прошлый раз нам еще что-то, Я не помню, что он. что-то, Но он что-то прям такой, рассказывал. знаешь, замет, короче, стоит. Очень серьезный дед. Это наша последняя сегодня. Это уже точно не кувана вина, не глинтвейн. Горячий мед. Медовушечка, От деда, господи. А, Иисус, если ты меня слышишь, не слушай. По-моему, это сейчас будет самое сладкое, что мы пили за сегодня. он сладкий, да. Это мед. Божечка, как оно пахнет. Пахнет травяным чаечком. Чем дальше в рынок, тем вкуснее напитки. Это очень сладко. У меня аж резкость в глазах прорезалась. А вот здесь продают кукол марионеток, прочие игрушки, а на углу у них стоит холодильничек с холодцом. Где? А, пихтия, да? Да, пихтия, да. это холодец. Пихтия — это потевский холодец. То есть пришли чуваки продавать игрушки, а у них тут еще и холодец продается. Чего бы и нет. Прикольно. Свинячьи ножки я смотрела, кстати, на холодец стоит 100 динар за мешок. В халяльном ларьке на Млечной пьяце, где работает чувак из Киргизии. Киргизии, да-да-да, который на русском говорит. У них продаются кости за супу, Ага. говяжьи. Можно взять на холодец костей. А из Чувака из говяжьих Киргизии. костей варят холодец? Не знаю. Я не знаю. Ну, я брал как-то эти кости, делал из них суп. Очень вкусно было. Ну, я видела в Лидле ноги просечи. Там просто какая-то расчлененка. Просящие ноги чудовищная. прикидать в кастрюлю, не знаю, меня стошнит, наверное. Я не хочу видеть, как это выглядит. Куриная еще ничего. Хотя тоже, когда она всплывает, такая... Не смотри. Я ее потом сама разберу. Лучше вот это или вишневая? С глинтвейном мы разобрались, какой лучше. Ну, это как теплое мягкое. Это же разные напитки совсем. Ну, хорошо, тебе нравится больше мед или вишня? Ну, вот это я, наверное, с большей степенью вероятности куплю. Да? А я бы вишню, наверное, купил, наоборот. Она, ну, она прям сладкая тоже. Так это слаще же гораздо. Ну, ты одну эту выпил, и все, ты свободен. Ты думаешь, она крепкая потом? Оно крепче. Да? Да. Он поэтому наливает 0,2. Ну да. А кому интересно потом здесь гору разгребать? Гору чего? Синих сербов. Или русов. Рождественские ярмарки Европы – это не копии друг друга. От строгих традиций Дрездена до поющих елок Нови-Сада и сжигания дубов на Балканах, каждый регион хранит свою уникальную историю. Приезжайте в Воеводину в конце декабря, в начале января. Здесь вы проживете аж 2 Рождества и 3 Новых года. Попробуйте историю на вкус и почувствуйте тепло, которое, как ни странно, рождается в самый холодный месяц года. А с вами был Рукавешка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все ссылки в описаниях. Увидимся, впереди еще много интересного.